Женщина поступает в больницу, плача от боли в животе, и врачи, проведя ультразвуковое исследование, решают немедленно оперировать ее. Чего никто не ожидал, так это того, что из нее выйдет нечто ужасное. Роуз была на кухне, сосредоточенная на приготовлении обеда, когда почувствовала острую боль в животе. Сильную, совершенно необычную боль, подобной которой она никогда раньше не испытывала. Вздрогнув, она уронила сковороду на пол, рассыпав ингредиенты. Энтони, ее муж, услышал шум и забеспокоился, прибежав на кухню. «Роуз, что случилось? Ты в порядке?» – спросил он, широко раскрыв глаза. Она попыталась преуменьшить это, положив руку на живот и заставив себя улыбнуться, чтобы успокоить его. «Ничего страшного, Энтони. Просто небольшие спазмы в животе. Боль уже прошла». Несмотря на это, он помог ей убрать беспорядок, который вызвала упавшая сковорода. Но Энтони не мог игнорировать то, что заметил за последние несколько дней, поскольку знал, как сильно его жена беспокоится о своем теле. «Я уже заметил, что в последнее время твой живот кажется немного раздутым. Тебе не кажется, что лучше обратиться по этому поводу к врачу?» Роуз закатила глаза, отмахиваясь от замечания мужа. «Вздутие? Это ничего не значит, Энтони. Я переедал последние несколько недель, вот и все. Я просто буду больше ходить в спортзал, немного урежу потребление пищи, и вы увидите. Скоро я буду в порядке». Энтони, однако, настаивал, хотя и шутливым тоном. «Тем не менее, это стоит проверить. Ты никогда так внезапно не набирала вес. Если бы я не знал, что у нас не может быть больше детей, я бы сказал, что ты беременна». Она рассмеялась и покачала головой. «О, Энтони, дело совсем не в этом». Тем не менее, выражение его лица оставалось озабоченным. В последующие дни Роуз придерживалась строгой диеты и увеличила физические нагрузки. Она бегала, каталась на велосипеде и тщательно следила за тем, что ест. Но, к ее удивлению, ее живот не уменьшился. На самом деле казалось, что с каждым днем она становится все больше. Однако больше всего ее беспокоила боль, которая стала постоянной, а также странное ощущение, что внутри нее что-то движется. Роуз пыталась убедить себя, что это просто игра воображения. В свои 50 лет Роуз всегда заботилась о себе. Мать 3 детей, все они родились дома. Она старалась избегать больниц любой ценой. По ее мнению, больницы предназначались для серьезных случаев, и она прибегала только к натуральным средствам. Чашка хорошего чая всегда помогала справиться с любой болью или дискомфортом. Ее 55-летний муж Энтони был полной противоположностью. Если он чувствовал какие-либо симптомы, какими бы слабыми они ни были, он был готов обратиться в больницу, чтобы убедиться, что ничего хуже не случится. И теперь, видя, что его жена страдает все больше и больше, он настоял на том, чтобы она обратилась за медицинской помощью. Однажды утром, после бессонной ночи из-за дискомфорта в животе, Роуз встала и подошла к зеркалу. Увидев свое отражение, она поняла, что ее живот выглядит еще больше, чем накануне. Она провела по нему рукой, и на мгновение ей в голову пришла мысль о беременности. Она слышала о женщинах, которые беременеют в 50 лет. И хотя это казалось маловероятным, это было единственное объяснение, которое имело какой-то смысл. Однако она быстро отбросила эту мысль. У нее наступила менопауза более 3 лет назад. Нет, беременность была невозможна. Некоторое время спустя Энтони вошел в комнату и заметил встревоженный взгляд своей жены. «Роуз, хватит. Это зашло слишком далеко. Тебе нужно в больницу. Ты не можешь продолжать игнорировать эту боль и опухоль». Она покачала головой. «Не сегодня. Дети придут навестить меня с малышами, и я хочу насладиться этим днем вместе с ними. Я заварю чай, и боль скоро пройдет. Возможно, это просто задержка жидкости, вот и все». Энтони раздраженно фыркнул. «Ты слишком упрям. Однажды мне придется затащить тебя туда силой».
Позже на семейный обед прибыли дети супругов, которые привезли с собой внуков. Роуз выбрала длинное платье, чтобы скрыть свой выпирающий живот, но это не осталось незамеченным. Дети удивились и даже пошутили, подумав, что она, возможно, беременна. Затем Энтони воспользовался возможностью, чтобы объяснить детям, что их мать страдала от боли в животе и увеличивающегося живота, но, несмотря на свое упрямство, отказывалась ехать в больницу. Пытаясь успокоить их, Роуз начала говорить, что все в порядке, но внезапно острая боль, еще более сильная, чем предыдущая, охватила ее тело. Она едва удержалась на ногах и чуть не упала, но ее поддержал старший сын. Все забеспокоились, настаивая на том, чтобы она поехала в больницу, но Роуз снова отказалась. Она объяснила, что не хочет тратить драгоценное время на своих детей, которые живут далеко и не могут часто навещать ее. «Я обещаю», – сказала она, задыхаясь от боли. «Если эта боль не пройдет к концу недели, я пойду в больницу». Семья приняла это обещание, все еще опасаясь того, что могло произойти, не зная, что с этого момента худшие моменты были еще впереди. С момента визита детей прошло 2 дня, а Роуз все еще не была в больнице. Энтони был в бешенстве, наблюдая, как живот его жены растет с угрожающей скоростью. Казалось, что она вот-вот родит, но они оба знали, что ребенка внутри нет. Кроме того, ребенок не вырастет так быстро. В то утро Энтони проснулся раздраженным. Ночью он заметил, что его жена ворочается сбоку на бок, не в силах уснуть из-за боли и тревожного ощущения, что внутри нее что-то движется. Спустившись на кухню, он застал ее за приготовлением очередного чая из трав, собранных в саду. Она попыталась выдавить из себя улыбку, хотя сама не верила своим словам. Прежде чем Энтони успел что-либо сказать, Роуз заговорила первой. «Сегодня, Энтони, эта боль пройдет навсегда. Этот чай лучший в мире. Вот увидишь, мой живот уменьшится», – сказала она, стараясь, чтобы ее голос звучал уверенно. Энтони, уже потерявший терпение, решительно ответил: «Сегодня это прекратится навсегда. Я отвезу тебя в больницу, Роуз. Нравится тебе это или нет?» Он твердо посмотрел на нее и властным голосом добавил: «Иди прими душ и переоденься, потому что мы сейчас уходим», – закричала Роуз, отказываясь уходить. «Я не уйду, Энтони. Со мной все в порядке». Но мужчина, уже приняв решение, схватил ее за руку, готовый при необходимости отвезти в больницу. В этот самый момент Роуз издала глубокий крик боли, который эхом разнесся по дому, и упала в объятия своего мужа, который был в ужасе. Он помог ей сесть на пол, думая, что если они подождут несколько минут, то, возможно, боль пройдет. Но на этот раз боль была другой, сильной и постоянной. Она отдавалась в животе и не давала никаких признаков облегчения. Роуз почувствовала, как странное движение внутри нее усилилось, как будто что-то живое пыталось вырваться наружу. Встревоженный Энтони положил руку на живот жены и, почувствовав, как что-то шевельнулось у нее под кожей, отпрянул, едва не отпрыгнув назад. «Боже мой, что это?» – воскликнул он, его глаза расширились от ужаса. Не теряя больше времени, он схватил ключи от машины и с огромным усилием помог Розе подняться на ноги, ведя ее к машине. Она кричала от боли, и на этот раз оправданий больше не было. Им пришлось отправиться в больницу. По дороге Энтони, нервничая, прокомментировал: «Роуз, тебе давно следовало обратиться в больницу. Ты такая упрямая». Но она просто плакала, не в силах ответить. Пытаясь заглушить чувство вины, она пробормотала: «Мне следовало выпить чаю». Энтони, расстроенный, не ответил, сосредоточившись исключительно на том, чтобы как можно быстрее добраться до больницы. Когда они припарковались, медсестры издалека услышали крики Роуз и побежали ей на помощь. Одна из медсестер, увидев, что Роуз едва может ходить, немедленно вызвала носилки. Увидев размер ее живота, медсестра не смогла скрыть своего удивления и громко сказала: «У нас здесь беременная женщина, которая рожает».
Роза была измучена болью и не могла ответить. Она могла только плакать. Энтони, отчаявшись, помог уложить ее на носилки и умолял как можно быстрее доставить ее в отделение неотложной помощи. Дежурный врач, доктор Эмили, опытный акушер, быстро подошла к пациентке, внимательно наблюдая за ней. «Сколько еще недель?» – спросила доктор. Ее профессиональное поведение было непоколебимо, когда она осматривала раздутый живот Роуз. Между всхлипываниями Роуз сумела ответить: «Я не беременна». И Энтони поспешно добавил: убежденная в том, что ей необходимо определить, что происходит на самом деле, доктор Эмили решила, что первым шагом будет ультразвуковое исследование. Она не могла назначить какие-либо лекарства или инъекции, чтобы облегчить боль Роуз, не убедившись сначала, что в животе у нее нет ребенка. Для Эмили все указывало на то, что он есть. Пытаясь успокоить Роуз, хотя и без особой уверенности, врач попросила ее подождать еще немного и отвела в смотровую, где они должны были провести ультразвуковое исследование. Роуз всхлипнула от боли и посмотрела на мужа глазами, полными сожаления. «Прости, Энтони. Я должен был поехать в больницу раньше. Я был упрямым». Энтони крепко сжал руку жены, пытаясь придать ей хоть какое-то чувство защищенности, хотя сам был охвачен неуверенностью и страхом перед тем, что им предстояло узнать. Через несколько мгновений Роуз была в кабинете УЗИ. Лежа на смотровой кровати, все еще ощущая боль в животе, она наблюдала, как доктор Эмили готовит процедуру. Доктор с напряженным лицом приложила холодный гель к раздутому животу Розы и, проводя руками, снова почувствовала это странное движение под кожей. Однако на этот раз она поняла, что это движение сильно отличается от всего, что она когда-либо ощущала у своих пациенток. За свою карьеру доктор Эмили прикоснулась к тысячам беременных женщин. Она с инстинктивной точностью знала, каково это, когда внутри женщины шевелится ребенок. Но у этого не было ни малейшего признака того, что это ребенок. Это были пульсирующие движения, непрерывные, без естественной мягкости плода. Казалось, что-то плывет, двигаясь волнами. Доктор Эмили поспешно нанесла гель, проинструктировав Роуз сохранять спокойствие и как можно меньше двигаться, хотя она знала, что боль мучает ее. Она включила аппарат УЗИ, сделала глубокий вдох и провела датчиком по раздутому животу Розы, уже предвкушая, что увидит на экране что-то совершенно ненормальное. Она была в этом уверена. Всего через несколько минут после наблюдения за Розой акушер поняла, что боли, которые она испытывала, не были схватками, и что в животе у нее не было ребенка. Ей нужно было только подтверждение того, что ее инстинкты уже подсказывали ей. Подтверждение пришло, и это было как гром среди ясного неба. Когда на экране ультразвукового исследования появились изображения из живота Роуз, доктор Эмили в ужасе чуть не упала навзничь. Да, внутри живота женщины что-то было, что-то, что непрерывно двигалось, как будто плавало у нее в животе, двигаясь во всех направлениях резкими, решительными движениями. Роуз и Энтони, увидев лицо доктора на изображении на экране, были в равной степени напуганы. Роза слабым и испуганным голосом попыталась спросить, что это такое. «Доктор, ради бога, что у меня внутри?» Но Эмили не хотела ничего говорить прямо сейчас, стараясь сохранять спокойствие. Вместо этого она позвонила медсестре и попросила ее привести доктора Леонардо, специалиста по гастроэнтерологии. Услышав срочный отчет медсестры, доктор Леонард появился в палате через несколько минут. Как только он увидел изображение на экране УЗИ, его реакция была мгновенной. Он подпрыгнул от шока, издав возглас недоверия. «Боже мой! Этого не может быть на самом деле!» Видение на экране было пугающим и глубоко тревожащим. Роуз, на мгновение забыв о своей боли, посмотрела на Леонардо широко раскрытыми глазами, отчаянно ожидая ответа. «Доктор, что происходит? Что у меня внутри?» Она настаивала, почти умоляя объяснить. Но, как и Эмили, Леонард хранил молчание, обмениваясь напряженными взглядами с акушером.
После нескольких мгновений молчания доктор Леонард глубоко вздохнул и, явно потрясенный, сказал, что ей нужно пройти эндоскопию. «Нам нужно больше информации, чтобы подтвердить то, что мы видим, Роуз», – сказал он. «Нам нужно провести эндоскопию. Только тогда мы поймем, что происходит на самом деле». «Но что это такое?» – спросил Энтони, не менее испуганный. «Ты знаешь, что это?» Эмили посмотрела на них обоих и ответила: «Единственное, что я могу сказать наверняка, это то, что... Что бы это ни было, нам нужно будет удалить это хирургическим путем. Это что бы это ни было должно выйти из тебя, Роуз». Роуз начала дрожать, чувствуя, как холодеют и трясутся ее руки. «Операция? Она, которая любой ценой избегала больниц, которая всегда держалась подальше и прибегала к домашним средствам от любого дискомфорта, теперь должна была подвергнуться операции? Как это могло случиться? И как такое могло оказаться у нее в животе?» В голове у нее роились вопросы, на которые не было ответов. Энтони был в таком же ужасе. Его переполняли тревожные мысли. Ему было трудно смириться с этой ситуацией, и он едва мог представить, что ждет его впереди. Но в тот момент он знал, что должен оставаться сильным и оставаться рядом со своей женой, даже не понимая, что все это значит. Он крепко держал ее за руку, спокойным голосом повторяя снова и снова: «Все будет хорошо, любовь моя. Я здесь, с тобой. Мы пройдем через это вместе». Роуз отвели в кабинет эндоскопии, где ей ввели легкое успокоительное, чтобы помочь расслабиться и перенести обследование. Доктор Эмили оставалась рядом, помогая Леонарду, в то время как несколько медсестер стояли рядом, готовые к любым неожиданностям. Другие врачи больницы, уже проинформированные о необычном случае, также были наготове, готовые оказать помощь в случае необходимости. В больнице было тише, чем обычно, но казалось, все внимание было приковано к Роуз и странному предмету, который она носила в животе, чему-то, что не переставало двигаться у нее под кожей. Когда камера эндоскопии наконец достигла желудка Роуз, Леонард, не веря своим глазам, уставился на изображение. Его подозрения подтвердились. Даже под действием легкого успокоительного Роуз оставалась в сознании, и в конце процедуры, изо всех сил стараясь сдержать волнение, она спросила врача: «Что у меня внутри, доктор?» Леонард глубоко вздохнул, прежде чем ответить серьезным тоном: «Роуз, у вас в животе ленточный червь». Энтони и Роуз ошеломленно посмотрели друг на друга. «Ленточный червь?» Энтони, потрясенный, вопрошающий. «Но ленточный червь? Доктор, как такое возможно? Я никогда не слышал о ленточных червях такого размера. Это чудовищно». Леонард, все еще разглядывая изображение, серьезно кивнул. «Да, ты прав. Мы никогда раньше не видели этого ленточного червя. Похоже, что произошла генетическая мутация, из-за которой он вырос в сотни раз больше обычного. Я понятия не имею, как это могло произойти, но это мутировавший ленточный червь, и нам нужно удалить его как можно скорее». Эмили, увидев испуганное выражение лица Роуз, твердо добавила: «Как я уже сказала, Роуз, нам нужно немедленно провести операцию. Эту штуку нужно извлечь из твоего тела». Роуз почувствовала, как учащенно забилось ее сердце, но после долгого вздоха она посмотрела на своего мужа и, хотя ее переполнял страх, кивнула. Дрожащим, но решительным голосом она умоляла врачей: «Пожалуйста, избавьте меня от этого». Чтобы разобраться в этом интересном случае, был вызван еще один специалист – опытный хирург. Врачи были обеспокоены тем, что из-за аномальных размеров ленточного червя он мог питаться тканями желудка Роуз, что, возможно, объясняло постоянную боль, которую она испытывала. Ситуация становилась все более ужасающей, но Роза, преисполненная решимости, хотела только одного – как можно быстрее избавиться от этого отвратительного существа внутри себя.
Прошло совсем немного времени, прежде чем ее доставили в операционную. Вокруг нее были 3 врача, медсестры и Энтони, которому разрешили остаться рядом с ней, несмотря на его явные опасения. Доктор Эмили начала объяснять процедуру. Розы сделают местную анестезию, а в животе сделают разрез, похожий на кесарево сечение. «Не волнуйтесь», – заверил Леонард. «Вы не почувствуете никакой боли, и скоро паразит выйдет из вас». Все присутствующие пытались успокоить ее, терпеливо объясняя, что к чему. Вскоре подошел анестезиолог с иглой, и пока она наблюдала, как он готовится к введению анестезии, глаза Роуз расширились от ужаса. Внезапно она вскрикнула, умоляя его держаться подальше. «Успокойся, любовь моя», – сказал Энтони, сжимая ее руку. «Все будет хорошо». Роуз покачала головой, все еще испуганная. «Дело не в этом. Я чувствую что-то другое. Странная боль, но не такая, как у других». Эмили наклонилась к нему обеспокоенная. «Что это за боль? Вы можете ее описать?» «У нас нет времени», – закричала Роуз. Ее глаза расширились от паники. Она спрыгнула с кровати и поспешно встала, не обращая внимания на удивленные взгляды окружающих. Леонард попытался перезвонить ей, прося успокоиться, но она только продолжала кричать. «Мне нужно в ванную немедленно!» Доктор Эмили, одновременно заинтригованная и обеспокоенная, последовала за Розой, которая практически бросилась в ванную комнату и захлопнула за собой дверь. Через несколько секунд Роуз открыла дверь с выражением искреннего облегчения на лице и улыбкой человека, который только что решил самую большую проблему в мире, сказала она с удовлетворением, которого никто и представить себе не мог. «Солитер выведен». Удивленная Эмили посмотрела в сторону унитаза и увидела, что там в воде плавает паразит. Роуз, напротив, казалось, чувствовала себя легче и здоровее, чем когда-либо. Она спокойно подошла к Энтони и с оттенком юмора прокомментировала. «Я знала, что мой чай поможет. Тот чай, который я заваривала перед тем, как ты притащил меня сюда, на самом деле был слабительным. Этого было достаточно, чтобы вызвать смех у всех присутствующих, испытавших облегчение от такой абсурдной ситуации». После смеха доктор Леонард, все еще заинтригованный гигантским паразитом, надел перчатки, чтобы осторожно извлечь его. Позже он отправил образец в лабораторию для анализа, и, как он и предполагал, результаты подтвердили его предположение. Это действительно был мутировавший ленточный червь. Это был просто ленточный червь, который каким-то образом сильно вырос. Чтобы убедиться, что все в порядке, Роуз прошла дополнительное обследование. Врачи подтвердили, что в ее организме не было остатков паразита и что ткани ее желудка не повреждены. Она чувствовала себя хорошо, чувствовала облегчение и была здорова, как никогда. После анализа они пришли к выводу, что она, вероятно, проглотила какую-то зараженную пищу и что по стечению обстоятельств паразит ненормально развился внутри нее. К счастью, оказалось, что был только один случай, от которого Роуз удалось избавиться. После того дня Роуз решила, что больше никогда не будет пренебрегать медицинской помощью. Она поняла, что хотя ее чаи и домашние средства отлично помогают во многих ситуациях, при сохранении симптомов необходимо обратиться к врачу. С тех пор она стала регулярно проходить обследования вместе с Энтони, счастливая и уверенная, что у нее впереди еще много лет здоровой жизни с любимым человеком, и испытывающая облегчение, зная, что гигантский ленточный червь никогда больше не появится в ее животе. По крайней мере, она на это надеялась. И если вам понравилась эта история, то следующее видео, которое появится на вашем экране, наверняка тоже будет транслироваться. Не забудьте подписаться на канал, поднять большой палец вверх и включить колокольчик для уведомлений, чтобы не пропустить ни одно из наших следующих видео.